Вы когда-нибудь задумывались, сколько стоит правда? Не та, которую мы говорим в лицо, а та, которую мы прячем в паролях на смартфонах и в командировках, которых не было. Это не просто рассказ об измене. Это хроника того, как целая жизнь превращается в фейк. Как в один момент женщина перестает верить собственным глазам и памяти. Мы пройдем этот путь вместе с ней. От первого подозрения до момента, когда она решит стереть его вторую жизнь в порошок. Елена и Вадим. В их городке их называли парой из рекламы. Вадим — статный, надежный, из тех мужчин, за которыми, как за каменной стеной. Он работал в крупном холдинге, часто летал на объекты. «Лена, все, что я делаю, ради вас», — говорил он, целуя ее перед очередным вылетом. И она верила. Она жила в этой безопасности, как в коконе. Уютный дом, двое сыновей, общие планы на старость в домике у моря. Она доверяла своим чувствам на 100%. Если он говорил «я задержусь на совещании», она даже не проверяла время. Зачем? Ведь любовь — это доверие. Но в этом и заключается ловушка. Когда ты доверяешь безгранично, ты отключаешь инстинкт самосохранения. Ты не замечаешь, как фундамент под твоими ногами начинает гнить. Все рухнуло в обычный вторник. Вадим был в командировке в Самаре. Елена разбирала вещи для химчистки и нашла в кармане его дорожного пиджака клочок бумаги. Маленький чек. Супермаркет на окраине их же города. Время покупки — вечер субботы. В тот вечер Вадим сказал ей, что срочно уехал на объект из-за аварии. В чеке было 3 позиции. Бутылка дорогого вина, набор пирожных макарун, которые Елена ненавидела из-за аллергии, и упаковка детских сосок-пустышек. В этот момент в голове Елены произошел первый щелчок. Их детям было 10 и 12 лет. Соски? Для кого? Знаете, что испытывает женщина в такую секунду? Это не гнев. Это ледяной ужас. Это то самое второе дно, которое внезапно разверзлось под ногами. Она смотрела на этот чек и понимала, в ту субботу он не спасал объект. Он был в 10 километрах от дома. С кем-то, кто любит эти пирожные. С кем-то, кому нужны соски. Весь оставшийся вечер Елена провела в тумане. Она смотрела на их свадебный альбом. Вот они в Париже. Вот он держит ее за руку в роддоме. И вдруг каждое фото стало казаться подделкой. Он улыбался мне на этом снимке, а в кармане уже вибрировал телефон от ее сообщений, думала она. Это и есть самое страшное — тотальное обесценивание. Прошлое умирает. Тебе кажется, что все эти 12 лет ты была не женой, а просто удобной декорацией. Фейком. Она позвонила ему. Вадим ответил сразу. Голос бодрый, любящий. «Малыш, скоро буду», соскучился невероятно. И в этот момент Лена поняла. Он профессионал. Он врет так же естественно, как дышит. И это осознание лишило ее последнего — доверия к себе. Как я могла быть такой дурой? Как я не видела этого годами? Елена не стала плакать. В ту ночь в ней что-то умерло. Та наивная девочка, которая верила в сказки. Но на ее месте родилось нечто другое. Холодное, расчетливое. Она положила чек на место. Она встретила его с улыбкой. Она даже позволила ему себя обнять, хотя ее кожа буквально горела от отвращения. Вадим еще не знал, что его идеальная игра подошла к концу, что его фейковая семья в Самаре
или где он там ее прятал. Теперь цель номер 1. Елена открыла ноутбук, когда он уснул. Она начала искать. И то, что она нашла в скрытых папках, заставило ее сердце остановиться. Там была не просто интрижка. Там была вторая жизнь. Утро среды началось так, будто никакой бездны под ногами нет. Вадим вернулся из своей очередной командировки. Запах дорогого кофе, привычный поцелуй в щеку и его дежурная «Ленок, ты сегодня сияешь». Он врал так виртуозно, что на секунду Елена засомневалась в себе. Может, чек — это просто ошибка? Может, он просто подбросил коллегу до магазина? Но в этом и заключается главное коварство фейковой жизни. Ты начинаешь искать оправдание палачу, потому что правда слишком болезненна. Елена смотрела, как он ест свой омлет, и видела не мужа. Она видела высокоразрядного актера, который без запинки отыгрывает роль счастливого семьянина. В этот момент она осознала: доверия больше нет. Ни к нему, ни к собственным чувствам. Каждое его слово теперь проходило через фильтр жестких подозрений. Его «я люблю тебя» звучало как «я успешно тебя обманываю». Это и есть тотальное обесценивание, когда даже самые светлые моменты прошлого превращаются в грязные декорации. Вы понимаете? 12 лет ее жизни просто стерли ластиком. Все, что было дорого, те сумерки на террасе, его клятвы у алтаря, все стало дешевкой, фейком. Как только за Вадимом закрылась дверь, Елена села за его ноутбук. Он никогда не ставил сложные пароли. Зачем, если он идеальный муж, которому якобы нечего скрывать? Это его запредельная самоуверенность теперь стала его самым слабым местом. Она открыла историю браузера. Пусто. Слишком стерильно. Ни одной лишней вкладки, ни одного случайного поискового запроса. Вадим был настоящим прожектом своей лжи. Но он совершил одну фатальную ошибку. Он забыл выйти из личного облачного хранилища на домашнем компьютере. Елена зашла в раздел «Фото». Руки дрожали так, что она едва попадала по клавишам. Среди сотен папок с чертежами и схемами она нашла одну, запрятанную глубоко в системных файлах. Название было коротким — «Т». Она кликнула. Экран вспыхнул сотнями снимков. Это не были фото с объектов. Там была другая женщина, молодая, светловолосая, с открытой, почти детской улыбкой. И ребенок. Маленькая девочка с такими же пронзительно серыми глазами, как у Вадима. Те самые соски-пустышки из чека теперь обрели лицо. Елена смотрела на это чужое счастье и чувствовала, как ее собственное материнство превращается в пыль. Она была всего лишь официальной версией, а там, в этой скрытой папке, жила его настоящая страсть. Елена увеличила один из кадров. Это был пикник где-то на природе. Вадим сидел на траве, нежно прижимая к себе ту женщину. На его лице было выражение такого глубокого, первозданного покоя, какого Елена не видела у него уже много лет. Он не просто спал с другой. Он выстроил там целую параллельную вселенную. Это и есть то самое второе дно, которого боится каждая женщина. Оказаться не просто обманутой, а фактически замененной. Выяснить, что твой муж — это оборотень, который днем строит дома, а вечером открывает другой дверной замок. Она проверила данные фотографий. Геолокация. Поселок Лесное, улица Садовая, дом 14. Это было всего в 40 минутах езды от их семейного гнезда. Пока она преданно ждала его из дальних поездок, он просто сворачивал на соседнее шоссе и через час уже был там. В этот момент в Елене что-то окончательно надломилось. Доверие к себе было уничтожено. Как она могла быть такой слепой? Как она не чувствовала чужого запаха на его коже? Потеря связи с реальностью пугала больше, чем сам факт предательства. Она чувствовала себя сумасшедшей, которая 12 лет жила в коллективной галлюцинации. Она закрыла крышку ноутбука. В комнате повисла тяжелая, удушливая тишина. Елена медленно подошла к зеркалу. Из него на нее смотрела незнакомка
застывшим мертвым взглядом. «Ты хотел 2 жизни, Вадим», — прошептала она своему отражению. «Ты их получишь, но ты даже не представляешь, какую цену тебе придется заплатить за этот фейк». Она не стала плакать. Слезы — это для тех, у кого еще осталась хоть капля надежды. У Елены осталась только ярость. Она решила, что не подаст виду. Она будет играть свою роль любящей жены еще лучше, чем он играет роль верного мужа. Она превратит их дом в сцену, где он будет чувствовать себя в полной безопасности, пока она медленно затягивает петлю на его двойной жизни. Она надела красивое платье, накрыла стол к ужину и дождалась его возвращения с работы. «Как прошел день, любимый?» — спросила она, наливая ему вино. Голос не дрогнул ни на секунду. «Всё отлично, родная», — ответил он, не подозревая, что завтра Елена будет стоять под окнами его второго дома. Она смотрела, как он пьет вино, и думала о том, что этот бокал — последний, который он выпивает в спокойствии. Ее план мести уже начал обрастать деталями. Она не просто уйдет. Она сотрет его в порошок, не оставив от его идеальной репутации ни единого живого места. Утро четверга выдалось серым, пропитанным липким туманом, который, казалось, просачивался сквозь щели в окнах. Вадим уехал на работу ровно в 8, оставив на кухонном столе пустую чашку с кофейным ободком и едва заметный запах своего дорогого парфюма. Елена смотрела в окно, как его машина скрывается за поворотом, и чувствовала, что задыхается в собственном доме. Этот дом больше не был ее крепостью, он стал декорацией. Она села в свой автомобиль. Руки сжимали руль так сильно, что костяшки пальцев побелели, а ногти впивались в кожу. В навигаторе был вбит адрес: поселок Лесное, улица Садовая, дом 14. 40 минут пути. Всего 40 минут отделяли ее прошлую, понятную жизнь от этой новой реальности, где все было фейком. Дорога петляла между вековых сосен. Елена ловила себя на мысли, что она больше не доверяет даже собственному зрению. А вдруг там ничего нет? Вдруг это ошибка провайдера или сбой в облаке? Но глубоко внутри она знала. Ее интуиция, которую она планомерно душила 12 лет, наконец-то проснулась и теперь кричала от боли. Это был тот самый страх второго дна, который парализует волю. Ты боишься увидеть правду, потому что после нее дороги назад не будет. Нельзя развидеть предательство. Нельзя склеить разбитый вдребезги мир. Поселок Лесное встретил ее тишиной и едва уловимым запахом горящих дров. Это было элитное место. Такие поселки выбирают те, кто хочет спрятаться от мира или спрятать в нем свои самые грязные секреты. Елена припарковала машину за 2 дома до цели. Она надела темные очки, хотя солнца не было и в помине. Ей казалось, что ее собственная ложь, та самая, которую она сама себе внушала годами, написана у нее прямо на лбу. Она вышла из машины и пошла пешком. Ноги казались ватными, словно она шла по глубокому болоту. Каждый шаг отзывался гулом в ушах. И вот он, дом номер 14. Аккуратный забор, кованые ворота, во дворе яркая детская горка и надувной бассейн, заботливо накрытый синим тентом. Елена замерла, спрятавшись за стволом старой липы. На крыльце стояла пара крошечной детской обуви, маленькие розовые сандалии, те самые, под которые, вероятно, покупались те злосчастные соски и подгузники. Ее накрыло новой волной тотального обесценивания. Все, что она считала уникальным в их отношениях с Вадимом, его забота, его внимание к мелочам, его верность, все это было просто отработанным шаблоном. Он тиражировал свою нежность на 2 адреса, как опытный типограф. В этот момент массивная дверь дома открылась. Елена инстинктивно отпрянула назад. Из дома вышла та самая женщина с фотографией. Светлые волосы были собраны в небрежный пучок, на лице ни грамма косметики, но она буквально светилась каким-то спокойным, приземленным домашним счастьем. В руках она несла ту самую девочку, Машеньку. Ребенок смеялся и тянул ручки к серому небу. «Смотри, Маш, папа скоро приедет», — тихо, но отчетливо произнесла женщина, поправляя на девочке шапочку. «Папа». Это слово ударило Елену под дых сильнее любого кулака. Вадим был для этой малышки папой. Он качал ее на руках, он менял ей подгузники, он покупал ей эти сандалии. В то время как его законные сыновья ждали его из выдуманных командировок,
Он строил здесь другой замок. Замок из песка и беспросветного обмана. Елена почувствовала, как ее мир окончательно превращается в фейк. Ее чувства, ее материнство, ее статус единственный — все было растоптано этой маленькой розовой сандалией. Она смотрела на ту женщину и не чувствовала привычной ревности, только бесконечную черную пустоту. Две женщины, обманутые одним и тем же идеальным мужчиной. Каждая из них жила в своем пузыре, не подозревая, что их общий муж — гениальный манипулятор. Елена медленно достала телефон. Ее руки больше не дрожали. В них проснулась холодная металлическая уверенность. Она сделала несколько снимков. Дом, женщина с ребенком, номер машины, припаркованный у ворот. Это была машина Вадима, его старый внедорожник, который он якобы оставлял на охраняемой стоянке у аэропорта, чтобы не тратить лишнее на такси. Она вернулась в свою машину и просто сидела там, глядя в лобовое стекло, по которому медленно стекали капли дождя. В голове пульсировала одна единственная мысль. «Я больше не верю ни единому своему воспоминанию». Весь их 12-летний брак теперь казался длинным, затянувшимся кинофильмом, где она играла главную роль, даже не подозревая, что у режиссера есть второй состав актеров и другая съемочная площадка. Потеря доверия к себе была абсолютной. Как она могла не заметить? Как она могла спать с ним в одной постели, чувствовать его тепло и не понимать, что это тепло принадлежит другому дому? Но отчаяние быстро сгорело, оставив после себя только пепел и ярость. Елена завела мотор. «Хорошо, Вадим», — прошептала она, включая передачу. «Ты хотел 2 жизни, ты их получишь. Но только в одной из них ты будешь умолять о пощаде. А во второй тебя просто сотрут из памяти». Она знала, что сделает. Елена вошла в свой дом, который еще утром казался ей родным. Теперь же она видела здесь только умело расставленные декорации. Каждая ваза, купленная вместе, каждая фотография в рамке на стене кричала о том, что ее жизнь — грандиозный фейк. Она поднялась в спальню и подошла к зеркалу. Глаза были сухими. В них больше не было той растерянной женщины, которая искала чеки в карманах. Там была пустота. Это и есть тотальное обесценивание. Когда ты смотришь на свадебное фото и понимаешь, этот человек улыбался тебе, зная, что через час позвонит другой. Все 12 лет любви превратились в пыль, которую он пускал ей в глаза. Елена сняла обручальное кольцо, подержала его на ладони и надела обратно. Еще не время. Игра только начиналась. Она начала готовить ужин. Тщательно, с любовью, которую она больше не чувствовала. Она зажгла свечи, достала лучшее вино. В ее голове уже зрел план. Если Вадим мастерски строил 2 мира, она сделает так, чтобы эти миры начали сталкиваться, причиняя ему физическую боль. Она больше не доверяла своим чувствам, но она начала доверять своему холодному расчету. Вадим вернулся в 7. Он выглядел уставшим, а роль двоеженца, видимо, требовала колоссальных энергозатрат. «О, какой прием!» Он улыбнулся той самой улыбкой, от которой у Елены раньше подкашивались ноги. «Соскучилась, родная?» «Невероятно», — ответила она, и ее голос прозвучал мягко, почти интимно. «Знаешь, я сегодня гуляла. Забрела в один чудный поселок. Как же он назывался? Лесное, кажется». Она заметила, как на долю секунды его вилка замерла в воздухе. Едва уловимое движение века. Обычно человек бы не заметил, но Елена теперь видела каждое его микродвижение. «Лесное?» — переспросил он, продолжая жевать. «Слышал, там строят неплохие коттеджи. А что ты там делала?» Искала вдохновение. Она пристально посмотрела ему в глаза. «Знаешь, там такие высокие заборы, словно люди хотят скрыть за ними что-то очень важное. Как будто у каждого дома есть свое второе дно». Вадим рассмеялся, но смех был сухим. «У тебя слишком богатое воображение, Ленок». «Возможно», — улыбнулась она. «Кстати, я видела там девочку. Удивительно похожа на тебя. Те же серые глаза. Даже страшно стало, насколько природа бывает точна в своих копиях». Весь вечер Елена продолжала эту игру. Она подкидывала ему мелкие детали, как крошки хлеба, ведущие в ловушку.
Она упомянула розовые сандалии, которые видела в магазине и чуть не купила племяннице. Она спросила, не терял ли он второй комплект ключей, потому что ей показалось, что она видела похожий замок на воротах в том самом поселке. Она видела, как Вадиму становится неуютно. Его уверенность, его броня идеального мужа начала давать трещины. Он стал чаще заглядывать в телефон, выходить на террасу якобы покурить, хотя бросил 3 года назад. Его фейк начал вибрировать под давлением правды, которую Елена пока придерживала. В этот момент ее охватило странное чувство. Потеря доверия к себе сменилась странным азартом. Она поняла, что может манипулировать манипулятором. Она видела его страх, тот самый страх второго дна, который теперь преследовал его. Он боялся, что его уютная параллельная вселенная схлопнется. И она действительно начала схлопываться. Ночью, когда Вадим уснул, Елена лежала рядом и слушала его дыхание. Раньше этот звук успокаивал ее. Теперь он вызывал тошноту. Она чувствовала, как от него пахнет чужим домом, чужим ребенком, чужой жизнью. Она осторожно взяла его телефон. Сработал Face ID. Он даже не сменил настройки, так был уверен, что она никогда не посмеет нарушить его личное пространство. Она зашла в мессенджеры. Переписка с той. «Любимый, Машенька уснула, ждем тебя в субботу. Мы скучаем». И его ответ. «Я тоже, скоро буду дома». «Дома», — прошептала Елена в темноту. «Значит, его дом там. А здесь что? Склад? Сцена? Хранилище для старых вещей?» Тотальное обесценивание достигло своего пика. Она поняла, что все эти годы была просто удобной ширмой. Женщиной, которая создавала иллюзию нормальности, пока он жил по-настоящему в другом месте. Она не стала удалять сообщения или скачивать их. Она просто изменила одну деталь. В контактах той женщины она добавила одну цифру в номере телефона. Мелкая пакость, которая заставит его понервничать утром. Елена закрыла глаза. Завтра она начнет следующий этап. Она свяжется с той женщиной. Не для того, чтобы плакаться в жилетку, а для того, чтобы предложить ей сделку. Потому что единственное, что может быть страшнее одной обманутой женщины, это 2 обманутые женщины, которые решили объединиться против своего фейкового героя. Суббота. День, который Вадим всегда называл временем для большой стройки. Он уехал рано, поцеловав Елену в лоб и пообещав вернуться к ужину с хорошими новостями по объекту. Она смотрела ему вслед, и ее лицо напоминало застывшую гипсовую маску. Как только его машина скрылась за воротами, она взяла сумку, в которой лежал распечатанный архив его переписки и те самые фотографии из облака. Она снова ехала в лесное, но на этот раз она не пряталась. Она припарковалась прямо напротив дома номер 14. Вышла из машины, поправила пальто и решительно нажала на кнопку звонка. Сердце не билось. Оно словно превратилось в тяжелый, холодный слиток свинца. За кованым забором послышались шаги, заскрипел дверной замок. Дверь открыла та самая женщина. Вблизи она выглядела еще моложе. В ее глазах застыл немой вопрос и легкая тревога, которую всегда чувствуют люди, чей уютный мирок вот-вот разлетится в щепки. «Вы к кому?» — спросила она, прижимая к себе Машеньку. «Я к вам». Голос Елены прозвучал на удивление твердо. «Меня зовут Елена, и я жена Вадима. Уже 12 лет». Следующие полчаса напоминали сюрреалистичный сон. Они сидели на светлой, пахнущей ванилью кухне. Ту женщину звали Марина. Она не кричала, не выгоняла Елену. Она просто опустилась на стул, и ее лицо стало мертвенно-бледным. Он сказал, что у него был неудачный брак в прошлом, прошептала Марина, глядя на обручальное кольцо Елены. Сказал, что детей нет, что он одинок и только со мной нашел настоящий дом. Елена молча выложила на стол распечатки. Вот графики его командировок, Марина. Посмотрите на даты. Когда он был с вами на море в августе, он сказал мне, что застрял на объекте в Заполярье. Когда он праздновал с вами первый годик дочери, он улетал на тендер. Они сидели и сравнивали свои жизни, как 2 бухгалтера, сводящих дебет с кредитом. Каждая деталь, каждый подарок, каждое «я люблю тебя»
Все было поделено пополам. Вадим был гениальным прожектом своего собственного вранья. Он умудрялся дарить им одинаковые духи, чтобы не путать запахи. Он рассказывал им одни и те же истории о своем тяжелом детстве. Его жизнь была сплошным фейком, тщательно выверенным механизмом, где две женщины служили лишь деталями для его комфорта. Марина начала плакать. Тихо, безнадежно. Она смотрела на свою дочь, которая мирно играла на ковре с пластмассовым замком, и понимала, что у этого ребенка нет того отца, которого она себе нарисовала. «Как он мог?» — всхлипывала она. «Он ведь так заботился о нас». «Он заботился о своем удобстве», — отрезала Елена. «Он создал себе две идеальные реальности, чтобы никогда не сталкиваться с настоящими трудностями. Мы для него не личности, мы — функции. Одна кормит, другая вдохновляет. Одна законная, другая тайная». В этот момент Елена почувствовала странное облегчение. Боль никуда не ушла, но она перестала быть личной. Это была общая беда. Она смотрела на Марину и видела в ней свое отражение. Такую же обманутую душу, которая верила в сказку. Весь этот огромный, сложный обман теперь лежал перед ними на кухонном столе в виде чеков, фото и скриншотов. «Что вы собираетесь делать?» Марина подняла глаза, полные страха и решимости. «Я собираюсь забрать то, что принадлежит мне по праву». Елена встала. «Мои 12 лет жизни я не верну, но я не оставлю ему ни шанса продолжать этот спектакль». Она наклонилась к Марине и взяла ее за руку. «Он скоро приедет сюда, верно? В свою субботнюю семью». Марина кивнула. «Тогда давайте устроим ему настоящий прием. Пусть этот вечер станет финалом его грандиозного шоу». Они договорились. Никаких криков раньше времени. Вадим должен зайти в этот дом, чувствуя себя победителем, чувствуя, что он снова всех переиграл. Он должен сесть за этот стол, вдохнуть запах ужина и только тогда увидеть их обеих вместе. Елена вышла из дома, села в машину и впервые за долгое время глубоко вздохнула. Она знала, что через пару часов ее ждет самая тяжелая сцена в жизни. Но это была сцена разоблачения. Она больше не была жертвой, за спиной которой строят тайные миры. Она стала режиссером финала. И этот финал обещал быть сокрушительным. Суббота. 7 вечера. Вадим привычно повернул дверной замок дома в Лесном. Он зашел, насвистывая джаз, уверенный в своей неуязвимости. «Малыш, я дома!» — крикнул он, бросая ключи. Но в гостиной его ждала не тишина, а капкан. За столом в неравном свете свечей сидели двое. Марина с ребенком на руках и Елена. Его законная жена, которая в этот момент должна была ждать его за 40 километров отсюда. Вадим замер. Его лицо за секунду сменило 5 масок, от шока до яростной попытки соврать. Его идеальный фейк лопнул с оглушительным треском. «Лена, что ты...» Он запнулся, глядя на распечатки их общей переписки на столе. «Твоя игра окончена, архитектор». Голос Елены прозвучал, как удар хлыста. «Мы сравнили все. Твои командировки, твои подарки, твои клятвы. Каждое твое слово — это дешевая подделка. Ты не любил нас. Ты обожал этот замок из лжи, в котором чувствовал себя Богом». Вадим пытался что-то лепетать про сложные чувства, но в глазах обеих женщин он видел только брезгливость. Он превратился из успешного мужчины в жалкого банкрота. «У тебя 5 минут, чтобы забрать вещи», — отрезала Марина. «В этом доме тебя больше нет, и в доме Елены тоже». Он ушел молча, растворившись в темноте поселка. Вадим потерял обе жизни в один вечер. Для Елены это не стало концом. Да, ее прошлое оказалось обесценено, а доверие к тебе пришлось собирать по осколкам. Но когда она вышла на крыльцо и вдохнула прохладный воздух, она впервые за 12 лет почувствовала, что дышит по-настоящему. Ее жизнь больше не была декорацией. Она оставила фейк в прошлом, чтобы наконец-то встретиться с самой собой. Настоящей, свободной, живой.